Привет. Потише, потише. Привет. Я Ира. Я только что отвела стрим. И решила наконец-то взяться за это дело и снять вопрос-ответ. Вообще этот вопрос-ответ планировался на первую 1000 подписчиков на моем канале, но вас уже 1429. Это очень много. Я очень вам благодарна за это. Вот. И решила, что больше не могу откладывать. И наконец-то сниму обещанный вопрос-ответ, потому что вы очень часто задаете мне вопросы на моих прямых эфирах и в комментариях под постами в телеграм-канале. И это будет Дайри Тай. Я сделала разворот в своем дневнике с вашими вопросами и со своими ответами на ваши вопросы. Сейчас я буду их читать и отвечать на русском языке и на английском языке, потому что вопросы задавались как на русском, так и на английском. Давайте начнем. The first question is in English. What's your favorite flower? So, I choose flowers not only by their looks, but by their meaning. Lily, orchid, tulip, and sakura flowers are my favorites at the moment. Lily is my favorite for its elegance, because it looks so elegant and innocent for me, especially white lilies. I love them. I love their looks, but not their aroma. Orchid. Actually, want to get a tattoo with an orchid. So it's a great flower and it has a great meaning behind itself. Tulip. It's also about elegance for me. You know, I want to be elegant myself. That's why I really adore elegant flowers. And sakura flower has very deep meaning for me, for myself, because it's connected with Japan. You know why? So it's a Japanese flower, and I really want to visit Japan. I want to learn Japanese, so I feel a connection between myself and Japanese culture. So that's why I love sakura flowers. Второй вопрос. С кем из звезд тебя часто сравнивают? И знакомые, и люди в интернете сравнивают меня с Дэвидом Боуи. До сих пор не могу понять, почему. Я часто в замешательстве, когда мне пишут или говорят, что я похожа на Дэвида Боуи, потому что я не вижу ни капли сходства с ним, ни по внешности, ни по подаче, даже несмотря на то, что я не особо знаю его как артиста, как человека тем более, я не вижу ничего похожего, поэтому вы можете написать, что между нами общего. If a magician with supernatural powers offered you $20 million to instantly turn you 30 years forever, would you accept it? So that was a hard question. But I wrote, I hope that I'll earn enough money until my 30s. I don't want to waste or to lose my best years. Life is worth living and money don't.
but actually the question was very hard. But my opinion on this is, very expectable, I would say, because, money is nothing against your young life, against your youth. So you want, like, at least I won't give up my youth for the money. It doesn't worth it. Очень вовремя я зачитываю этот вопрос во время месяца гордости. Поздравляю всех, ребят. Вопрос звучит так. Нравились ли тебе когда-нибудь девушки в романтическом плане? Целовалась ли когда-нибудь с девушками? Поделись опытом. Я не могу поделиться своим опытом. Я могу оставить вам небольшую подсказочку. The next question. What's your favorite idiom in Russian? I don't really use idioms, so I don't have a favorite one. But my favorite proverb that my mother always says is «Все, что Бог не делает, то к лучшему». So I can translate it in English like everything that God does is for the best. So this one is my favorite proverb, and I think it's pretty true. This proverb can also be about destiny. So everything that happens in your life is for the best. Your life, the universe, the God works for you. Следующий вопрос. Как относишься к субкультурам? Ответ, который я записала. В целом отлично. Всегда интересно наблюдать, как они меняются со временем и влияют на людей и их взгляды. Есть лишь те, которые я не могу понять, но если бы их не было, наш мир тоже был бы другим. Я согласна со своим мнением. Мне было бы сложно относиться плохо к субкультурам, учитывая, что я состою в чем-то похожем. Я состою в нескольких фандомах. Это Stay, это Genshin. Вот. АСМР в какой-то мере тоже субкультура. Вот. Некоторые субкультуры, некоторые подвиды субкультур я не понимаю, но не могу никак осуждать. Главное, чтобы это не противоречило закону. What's your perfect man type? So, I can only speak about looks. If you want to know about my type of man by appearance, I like dark curly hair. I just can't resist dark curly hair. And I also like any type of eyes, any color is okay. What about height? I like tall guys. My height is 1 meter and 71 centimeters. So something around 170, 175 is okay. Maybe a little bit taller. But of course, I do not choose the partner by its looks only. My perfect type of a partner is, so my future partner should be a caring and responsible person and a loving person as well. And my future partner also needs to respect me and others. Yeah.
какой был самый трудный период в жизни? То, что я здесь написала, я, наверное, раскрою здесь. Вот, я это написала. Думаю, подобных опытов у меня было 2. Один из них — мое последнее расставание. Процесс исцеления после утраты был очень сложным. И второй период — мои 13-14 лет, когда я впервые столкнулась с подобием депрессивных эпизодов, без знания о том, как из них выходить. Вот, очень глубокий вопрос. На него очень сложно отвечать. Насчет расставания, на самом деле, не хочу много говорить, но просто знайте, если вы еще никогда не переживали подобный опыт. В целом, терять людей очень сложно, и неважно, каким образом это происходит. Терять тех, кого вы любили всем сердцем, это очень тяжело. Вот, поэтому я надеюсь, что никто из вас не испытывал и не испытает подобного. Но если у вас сейчас происходит что-то подобное, я вам искренне сочувствую и желаю как можно скорее восстановиться. Вот, и второй трудный период в жизни. Опять же, мне было 13-14 лет, и я сталкивалась с периодами, которые я сама называла ямами. Это были моменты, когда мне было сложно в целом понять, ради чего я нахожусь на этой планете, и не видела смысла вообще в своей жизни. Я не видела смысла в том, что я делала каждый день, и мне было довольно сложно с этим справляться. И тогда я не знала, как справляться с этим, и прибегала к весьма экстремальным способам, я бы так сказала. Вот. Благо сейчас все хорошо. В целом таких эпизодов в моей жизни все меньше, ям все меньше, их почти нет. А даже если они приходят, если наступают такие периоды, они наступают на пару дней, и я быстро с ними справляюсь, потому что я знаю как. Вот. И последний вопрос, который я записала. Какая еда тебе никогда не надоест? Это сложный вопрос, поскольку я редко получаю настоящее удовольствие от еды. Но еще с детства я не могу начинать свой день без выпечки. И в последнее время очень грущу без шоколада. Я очень часто, почти всегда завтракаю выпечкой. Почти всегда это сладкая выпечка. Иногда могут быть какие-нибудь бутербродики, но это факт. Мне очень сложно начинать свой день без быстрых углеводов в виде сладких булочек. Вот. Поэтому по утрам я ими и питаюсь. Это быстро, это просто, это вкусно и поднимает настроение. Это были все вопросы, которые я хотела обсудить с вами сегодня. Большое спасибо, что посмотрели это коротенькое видео. Большое спасибо за то, что вы меня смотрите. Я вас люблю.